Друзья, всем привет! Ну что, настало время потренироваться. Добро пожаловать в мой Супер Атлетикс клуб. В общем, смотрите, сделал себе такой вот трон из стула, повытаскивал гантели. Вот. Сегодня буду на плечи упражнения будут. Вот. Тренировка у меня будет, как обычно, я по 20 минут тренируюсь. Веса, кстати, я беру небольшие, вот если видно. Здесь вот сейчас сначала разминочный будет, потом, в общем, 2 блина по 10. Так, потом 2,5, 12,5. И, в общем, здесь и плюс этот гриф, этот маленький, там сколько вес получается? 13 с копейкой, в общем. Вот. В принципе, для меня это достаточно. Помню, помню время было, когда я реально вот сколько я по 20 килограмм вообще в легкую вот так вот. А сейчас уже не то время, друзья. Как говорится, порох с пороховницах иссяк. Ну и в такой вот шапочке красивой. Потому что солнце палит вообще невероятно. Обычно я дома занимаюсь, вот, в комнате. Но надо же видео снять, как я тренируюсь. В общем, тренируюсь 20 минут. У меня своя собственная программа. У меня, получается, программа поделена на 3 упражнения, ну, как на 3 дня. И в каждом, получается, у меня, в каждой тренировке у меня одна тренировка у меня на одну группу мышц, но по 2 упражнения вот идет. И этого мне с головой хватает, и как бы нормально. В общем, давайте сейчас будем приступать. Сейчас у меня будет разминочный вес. Ну, разминку сделаю, чтобы, знаете, если вес большой кидаешь, чтобы себе ничего тут не повредить, а то меня и так то тут болит, то здесь болит, то вообще жесть. В общем, помчались. Фу, вот это бодряк, друзья. Так, ой, блин, забыл свою эту включить. Так, в общем, контролирую пульс. Вот, так. Друзья, контролирую пульс, так как, кто знает, у меня проблема с сердцем, нужно контролировать пульс. Ну и также контролирую, в принципе, время тренировки. Так, все, набираю вес. Друзья, также удобно, очень вот такие вот часики, браслетики. Ты, допустим, позанимался, минута, ну, ровно, допустим, закончил, ровно в минуту. Так, я вот отдыхаю примерно вот тут минуты до, ну, по состоянию до 2 минут, вот. И я уже такой смотрю, так, все, 1,5 минуты отдохнул, раз и начинаю заниматься. Минуту отдохнул, продолжаю дальше. Достаточно. Так, засекаю. В 3 минуты закончил. Друзья, очень сложно заниматься на этой табуретке, так как, знаете что, контролирую, чтобы назад не перевернуться. Была бы спортивная скамья, было бы классно. А здесь, смотрите, легко. Здесь легко можно назад перевернуться. Не дай бог, вес поднимешь и чуть-чуть вот так вот назад подаст и нахрен улетишь. Хорошо, если хорошо улетишь, а то еще и вот эти гантели по башке тебе дадут, там по лицу, не знаю, разобьют что-нибудь. Это, конечно, жестко будет. Все, отдыхаю чуть больше 1 минуты. Представляю, какая у меня морда на видео. Так, 5:15. Фух. Фух. Про водичку, кстати, не забываем.
2 раза сделал, осталось еще 2 раза. Вообще, я думаю, здесь на улице круглый год заниматься. Если что, вот у меня тут беседочка есть. Вот, в ней могу прям спокойно зимой заниматься. Даже если холодно будет, там минус 10 температура. Ну, я на юге живу. Днем редко, когда бывает там минус 10. Вот, но даже если будет что-нибудь такое более-менее тепленькое одеть. И то же самое выходить вот так вот, ставить там табуреточки, тут это. И все те же самые упражнения делать. Ладно, если бы я занимался там час-полтора, вот раньше, я помню, по 1,5 часа занимался, это вообще пипец, невероятно. И вот тяжело очень подходить к такой тренировке. Ты каждый день думаешь, вот, типа, нужно мне сегодня 1,5 часа заниматься, и такой думаешь, елки-палки. Друзья, блин, забыл, все. Заболтался, друзья. Не останавливаемся, а то прогресс теряется. Фу, блин, как же сложно на этой табуретке. $7:40. Да. Мишка прям подкачал последние несколько лет. Фу, друзья. Немножко, не знаю. В общем, друзья, вернемся к той теме. Тяжело очень подходить к тренировкам, когда ты думаешь, сейчас 1,5 часа заниматься. Обалдеть, и такой думаешь, да это просто жесть. Ну, лично у меня такое было. А вот когда вот выбрал по 20 минут, сначала 15 минут занимался, сейчас уже до 20. Вот. Вообще, просто все в легкую идет. Даже напряга никакой нету. Каждый день можно заниматься. Либо с утра, либо вечером. Ты нагрузку сильную не ощущаешь ни на нервную систему, ни вот это все, в общем, просто с кайфом проходит. И если хорошо питаться правильно. Я вот сейчас вообще, друзья, ни белка, ничего не ем. У меня плюс интервальное голодание. Там 1-2 раза в день питаюсь. Я говорю, у меня суточный прием белка, наверное, ну, дневной, скажем, вообще его, наверное, нету. Там, не знаю, 30-40 грамм белка. Вообще его не употребляю. И хоть что-то там где-то что-то наращивается. Вот. Так, поехали дальше. Ровно 10. Ладно, друзья, давайте я ради вас сделаю сегодня 5-й вот такой вот подход. А потом приступим к следующей тренировке, к следующему упражнению. Вот, друзья, в общем, белка никакого нету. И все равно где-то хоть что-то там как-то, не знаю, мышца наращивается. А если бы я сейчас питался правильно, диету вот эту поддерживал, белковую, ел бы протеинчик, там, не знаю, 2-3 раза в день, мне кажется, мышечная масса, такая рама была бы. Вот. А сейчас вот пока так вот. Блин, ну тяжко, конечно. Под жарким солнцем заниматься. Так, пульс 120. 122. Фух. Все, друзья, прошло минута 25. 5-й подход. 12-10. Все, друзья, следующее упражнение. Так, знаете что? Мне не хватает одна вещь. Не знаю, как придумать, что сделать. Сейчас попробую. Все, друзья, смотрите, я вот поставил сюда ведро себе. Сейчас покажу, для чего я ее использую. Опять же, напоминаю, идет упражнение на плечи. В общем, друзья, поехали. Разминочный вес. Так, 15-40 закончил.
Друзья, знаете, в чем кайф? Вот это вот само упражнение, не упражнение, а именно вот так вот, то, что я сижу, под ноги подложил ведерко. Можно делать это стоя, развод, да? Но так намного тяжелее. Ты начинаешь задействовать просто все тело. Ноги. У тебя начинает нагрузка на ноги идти, нагрузка на это, и тем самым плохо прорабатываются плечи. Вот, ну и тяжелее так делать. И начинаешь читинговать, вот это вот прыгать. А здесь сел, чувствуешь себя просто нереально. Вот это вот при этом упражнении. Сидишь такой и просто поднимаешь. Друзья, вот пробуйте, я говорю, просто кайф. Так. Все, добавляем вес. Поехали, мои хорошие. Видите, как хорошо прорабатывается. Если можно, сверху паузу. Фу. Друзья, аж сердце начало прыгать. Нифига себе. Это что, меня так раздувать, что ли? Ого. Просто посмотрите, что за рама перед вами стоит. Ну, не знаю, по крайней мере, на видео что-то есть. О, нереально очень крутое упражнение, правда. Вот тоже 4 подходика. Ой, водички захотел. Друзья, и вам не нужен никакой спортзал. Вот, 2 гантельки. Голос начал немножко садиться. То, что жарко и занимаюсь. 2 гантельки. И вот такие вот упражнения. У меня, кстати, есть такая штанга. Дома тоже такая козырная, хорошая. Но она мне не нужна. Я только ее использую тогда, когда на бицепс подъем. И то, друзья, у меня здесь на улице есть самодельная. Чуть попозже я вам покажу. Я ту даже штангу с дома не буду выносить сюда, а буду использовать самодельную. Вот она 30 килограмм, по-моему, 30 там с половиной, что-то 31. Вот как бы на бицепс хватает. Если будет не хватать, здесь можно вот такие вот блинчики обычные повесить. Вот. Продолжаем. Друзья, сейчас немножко отвлекусь. Смотрите момент. Если ровно вот так вот, то больше на плечи идет. Ну, вот эти вот средние. Если вот так вот наклониться, вот лечь на свои колени, тогда вот так вот идет подъем на задние. Вообще круто. Ну, я вот так вот средний выбираю, чтобы там и там задействовать. О, друзья, уже занимаюсь почти 22 минуты, потому что заболтался. Пишу это все на камеру, вот. Плюс дополнительно это сделал. Блин, что-то я счету сбился. Сколько я? 3 сделал или 4? По-моему, 3. Фух. Тяжковато, конечно. Также нагрузка идет, когда вот тебе нужно продышаться, да? Отдышаться, а ты на камеру болтаешь, тут рассказываешь, вот. И в такую жару это дополнительная нагрузка. Фух. Так что так вот. Все, друзья. Ой, последний подход. Блин, ну конечно на улице заниматься просто и вообще нереальный вайб. Такой кайф. Я, наверное, сюда на постоянку перейду и круглый год буду заниматься. Поехали. Друзья, это
это что-то. Конечно, вот как начал заниматься спортом, я как бы всю жизнь занимался, потом год-полтора не занимался. Ну, как начинаешь вести спортивную жизнь, не обязательно железки, просто спортивная ходьба, бег на здоровье прям действительно очень хорошо влияет. Прям сказывается. Было время, вот когда сидишь, я еще, кстати, и после аварии, друзья, я когда там 13-14 лет назад в аварию попал, года занимался спортом, потом в аварию попал, на мотоцикле ехал, ява у меня была, еду по трассе, и машина просто выскочила и в меня впендюрилась, вот. Сильно голову ударился, потом пошли последствия, вот эти вот, все. У меня такие головные боли ужасные были, я жить не хотел вообще, пипец. Вот как-то так. И реально спорт меня на ноги поднял, друзья. Я вообще просто даже с хаты не выходил, я вот так выхожу, мне вот просто ничего не хочется. А потом и растолстел, я просто 90 с лишним килограмм весил. Вот такая вот харя у меня была, просто невероятно. И потом вот это потихоньку начал худеть, заниматься спортом. За полгода я где-то 20-25 килограмм сбросил. Ну, за год, за полгода, я уже точно не помню, килограмм 20-25 сбросил. И я так себя кайфа начал чувствовать, просто нереально. Вот, так что, друзья, действительно, занимайтесь спортом. Спорт прям поднимает с колен, так сказать. Вот. Ну все, друзья, в общем, моя тренировка закончилась. Если так вот, уже 27,5 минут с болтовней, со всем этим. Вот, буду с вами прощаться. В общем, друзья, берегите себя, занимайтесь спортом. Опять же, пусть то быстрая ходьба будет, обязательно быстрая, там бег, вот такие тренировки, там брусья, турник со своим весом, немножко добавляйте. Вот я сильно тоже тяжелый вес не буду, потому что когда сильно используешь сильно огромный вес, это уже не для здоровья идет, а против здоровья. Вот. Так что вот такой вес, как у меня, это самое идеально. Вот, друзья, лучше интенсивность немножко в отдыхе, допустим, не там 2 минуты, а там 40 секунд делать, там 30, там 50, и тогда нагрузка будет постоянная, и будет классно. Вот. В общем, двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Все, друзья, желаю всем крепкого здоровья, вот. Всем удачи, берегите себя. Ну и пока.